Теперь перейдем к описанию ошибок, которые происходят в процессе исполнения. Вот одна из самых сложных ситуаций – это отсутствие высокой певческой позиции. Вот само название – это высокая певческая позиция, вам, конечно, очень хорошо знакомо, но мало кто понимает в итоге, что это. Многие считают, что надо петь высоко. Это действительно совпадает с пониманием высокой позиции, но оно более широкое, оно включает в себя еще и задачу, как это сделать, технологию. Высокая певческая позиция мною понимается как наилучшая пропорция звучания в голосе высоких головных резонаторов. Разберем. Головные резонаторы – это все, что находится выше связок, это наше певческое горло, это полость рта, это задняя стенка глотки, это небо, очень важный момент, очень важное место для выхода звука в головной резонатор. И это наш мозг, это темя, это кости черепа, и в последнюю очередь уже даже и лицо. Это все головные резонаторы. Здесь у нас в этой области находится артикуляционный аппарат. Он подвижен, он бывает напряжен, когда мы говорим какие-то звуки особые. Он бывает напряжен в разных местах, в согласных, например, губных, касаются друг друга губы, и возникает легкое напряжение. В согласных языковых в другом месте напряжения, связочных, там «б», она губная, и связки, даже язык участвует. Есть, которые не поющиеся согласные «к». Как его спеть? Это закрывается певческое горло. И «г», например, если вот украинское гаканье, это вот нам полезно, для пропевать можно, а «г» очень тяжело. О чем я веду речь? О том, что здесь, в области головных резонаторов, находится артикуляционная зона. И она очень подвижна, и ведет она себя по своим законам. Законам речи, с которой мы с детства знакомы, и она у нас происходит на автомате. Человек поющий должен это очень хорошо осознавать, что речью не надо руководить, речь надо отпускать, что артикуляционные органы должны быть совершенно свободны. И болтать, находясь, как говорится, вот делать упражнения такие, скажем, как бегу я по дорожке, но в это время я вишу на кольце под куполом цирка на расстоянии там 15 метров над ареной. Понимаете, бежать-то я вроде бегу, но бегут я воображаю, что бегу. Понимаете, так вот и свободная артикуляция. Ты сам себе-то артикулируй, свободно и не зажато, но в это время ты под куполом цирка, потому что твоя ротовая полость представляет из себя рупор. Рупор, понимаете? Ротоглоточный рупор, и вот самое его широкое место – это рот, и там должна быть четкая вокальная форма. То есть здесь, в этой области, очень много может возникнуть препонов. Это пока только описание подхода к тому, о чем мы с вами говорим. Так вот, высокая певческая позиция – это наилучшая пропорция в использовании высоких головных резонаторов. Когда ваш исполнитель поет низко, нечисто, в низкой позиции, это означает, что звуковая волна, сам звук певческого голоса не проходит в головной отдел, и поэтому интонация всегда будет низкая. Многие из вас делают ошибку, понимая маску и мышцы лица как
головное резонирование. Это неправильно. Маска укорачивает длину звуковой волны, она поблескивает, а тут есть органы, которые отвечают за речевые обертоны, за речевую форманту. Мы же говорим все-таки ярко, довольно звучно, но когда сюда попадает голос певческий целиком и полностью, здесь происходит понижение интонации. Такой голос имеет очень короткую длину, и в зале он будет плохо слышен. А если вы подойдете к микрофону, то слышно-то его будет слышно, но он будет низкопозиционный. Тогда как же нам быть? Куда и где те ворота, через которые голос пройдет в головные резонаторы? Это мягкое небо. И очень все просто. У нас есть прекрасная физиологическая особенность – умение зевать. Мы с вами умеем зевать. Как говорил Федор Иванович Шаляпин, 3 прекрасных свойства подарил Господь Бог человеку – вздыхать, стонать и зевать. Вот сейчас остановимся на зевании. И, конечно, когда мы устали, мы позеваем, мы восстанавливаем свою ауру. А певец должен зевать с утра до вечера. Вот так я всегда говорю своим ученикам. Положение зевка в области небной занавески обеспечит вам проход звуков в головной резонатор. И очень многое в голосе наладится, и пение ваше станет чистым, звонким. Как я говорю, у голоса появятся крылья, крылышки, и он полетит. Вот именно высокие обертоны, высокая певческая форманта и использование высоких головных резонаторов – это все одно целое, все, что я назвала. Это и есть высочайшее качество певческого голоса, к которому надо стремиться.